Ну что ж, приступаем к вязанию. Как я уже сказала, начинаем вязание панамки с макушечной части. И для этого свяжем круг из 12 рядов. Все эти 12 рядов у нас будут с 6 прибавками в каждом ряду. И вязать круг я буду по спирали, то есть без соединения рядов, чтобы на панамке не было соединительного шва. Итак, начинаем с волшебного кольца. Ниточку рафии вот таким вот образом располагаем на ладони. Вот так вот. Придерживаем пальцем и саму рабочую нить, и вот этот хвостик. Теперь вводим крючок под хвостик вот сюда и захватываем рабочую нить. Так, сейчас покажу помедленнее. Так, захватываем ниточку рафии и вот так вот выводим петельку. Оп, все, готово. Так, теперь снимаем аккуратненько ниточку с ладони и вот так придерживая пальчиками нити. Тут приходится придерживать вообще абсолютно все нити. И провязываем первый столбик. Так, так можно подтянуть, чтобы этот столбик был не очень большим. Так, колечко чуть-чуть можно подзатянуть. Теперь в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Вот таким образом. Один, второй, третий. При этом петельки, объясняю для тех, кто ни разу не вязал из рафии, петельки обязательно мы вытягиваем до определенного размера. Вот, то есть, ну, до такого стандартного размера петли, так скажем. То есть здесь, если вы будете вязать очень-очень плотно, то столбики будут некрасивые, то есть у вас будут петельки все скукоженные, смятые, и будут между петлями большие дырки. То есть здесь обязательно мы вяжем свободно. И вытягиваем каждую петлю вот так. То есть вот эту нить мы ее не держим вот так рукой, да, чтобы она не натягивалась у нас. Она должна идти вот так свободно между пальцами. Так, это у меня уже 5-й столбик и 6-й столбик. Теперь я все это дело затягиваю. Так, и образуется вот такое вот колечко. Теперь, так, смотрите, считаю горизонтальные петельки по окружности моего кольца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петелек. И теперь сразу перехожу на вязание второго ряда. В каждую из этих 6 петелек я провязываю по 2 столбика, то есть делаю 6 прибавок во втором ряду. Так. При этом я сразу вот этот хвостик буду ввязывать, то есть прятать его внутри вязания. Нахожу первую петельку, вот та петля, которая у нас была начальной, да, так скажем, установочной, если можно так сказать, мы ее не трогаем. Начинаем с первой горизонтальной петли, вот с этой. Вводим крючок под обе полупетли. Сюда же прокладываем хвостик, провязываем первый столбик и сюда же, в эту же петлю, второй столбик. Так, теперь обязательно берем маркер и на первую петлю этого ряда, вот она первая петелька, устанавливаем маркер. Он у меня будет обозначать начало ряда. Далее находим вторую петельку и в нее провязываем также 2 столбика. В третью петельку также 2 столбика. В четвертую 2 столбика. В пятую 2 столбика. И в шестую петлю тоже 2 столбика.
И теперь мы приблизились к нашему маркеру. Все, таким образом мы завершили вязание второго ряда. Если вы пересчитаете вот эти горизонтальные петельки, то у вас их во втором ряду должно получиться 12. Теперь переходим на вязание третьего ряда. Сейчас я отрежу хвостик, чтобы он у меня не болтался тут лишний. Все. Так, переходим на вязание третьего ряда, и в третьем ряду, так же как и во всех последующих рядах макушки, я сделаю 6 прибавок. И теперь у меня получается, что прибавка будет через одну петлю. Так, и уже в первой петле ряда сделаю первую прибавку. Первую петлю провязала 2 столбика, сняла маркер и переместила его на первую петлю третьего ряда, вот сюда. Дальше следующая петелька без прибавки, следующая петелька с прибавкой, то есть провязываем в нее 2 столбика, и следующая без прибавки. Далее прибавка и одинарный столбик. В общем, таким образом вяжем до самого маркера, чередуя петли, одна с прибавкой, одна без прибавки. Так, провязала. Значит, в третьем ряду пересчитываем вот эти вот петельки горизонтальные, и их должно быть у нас 18. То есть в каждом последующем ряду должно быть плюс 6 петель по отношению к предыдущему ряду. То есть их можно прям в каждом ряду пересчитывать. Особенно я рекомендую это делать новичкам, для того, чтобы не пропустить нигде ни одну убавочку, прибавочку точнее. Рекомендую пересчитывать петли в каждом ряду, чтобы вы сразу могли заметить свою ошибку, если вдруг где-то вы пропустили прибавку. Когда у вас на вязании там 3-4 рядочка, это еще, в принципе, ну, несложно, да, следить за прибавками. Но когда у вас круг уже из 10 рядов, к примеру, то уже можно спокойно пропустить и даже не заметить, что вы где-то ошиблись. Итак, вяжем четвертый ряд. И в четвертом ряду у меня прибавочки будут в той петле, которая в предыдущем ряду была без прибавки. То есть вот в одинарных петлях предыдущего ряда. Снимаю маркер, начинаю вязать четвертый ряд, провязала первую петлю и сразу маркер установила. Иначе, если вы не будете переустанавливать этот маркер на первую петлю каждого ряда, то вы потеряете начало ряда и потом замучаетесь искать просто. А его терять ни в коем случае нельзя. Так, провязали первые 2 петли одинарными столбиками, и вот в этой одинарной петле предыдущего ряда делаем прибавку. Так, дальше у нас снова идут 2 одинарных столбика и прибавка. 2 одинарных, и прибавка. 2 одинарных, прибавка. 2 одинарных, прибавка. 2 одинарных, и заканчивается ряд петлей прибавки. Так, 4 ряда и 24 петли на окружности. Далее, пятый ряд. Значит, смотрите, начиная с пятого ряда мы будем смещать петлю прибавки на одну петлю. То есть
петельку прибавки будем делать в следующей петле сразу за прибавкой предыдущего ряда. То есть, по идее, да, было бы удобнее в каждом ряду делать прибавку в одной и той же петле. Но если мы так будем делать, то мы с вами в итоге получим не идеальный круг, а шестиугольник. То есть эти прибавки у нас будут вот так вот наслаиваться друг на друга и образовывать такие вот клинья. Вот, поэтому эту петлю прибавки необходимо обязательно смещать. Соответственно, сразу же в начале ряда, прежде чем вязать рядочек, смотрим, где у нас были петли прибавок в предыдущем ряду. Вот у меня ряд закончился петлей прибавки. Значит, в следующем ряду я должна начать рядочек уже с петли прибавки, так как она у меня идет, ну как бы это считается следующая петля после петли прибавки предыдущего ряда. Соответственно, прямо эту петельку, первую петельку начинаем с прибавки. Так, провязали и установили маркер на первую петлю ряда. Далее вяжем один столбик, второй столбик, третий столбик. Вот я провязала петлю прибавки предыдущего ряда. Вот она. Сразу за ней делаю прибавочку. Теперь вяжу дальше, провязываю следующую петлю прибавки предыдущего ряда, то есть у меня получается опять 3 столбика одинарных, и сразу за ними, за этой петлей делаю прибавку. То есть получается, что в пятом ряду у меня прибавка через каждые 3 петли. Начинается ряд с петли прибавки. Так, сделала уже раз, два, три, четвертую прибавку в пятом ряду. Так, за следующей петлей прибавки делаю пятую прибавку, 3 одинарных столбика. И последняя шестая прибавка в этом ряду. И за ней у меня идет 3 одинарных столбика. Значит, для проверки можно также пересчитывать. Вот смотрите, пересчитывать прибавочки. Сколько вы сделали их на окружности. Вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Посчитали, 6 прибавок есть, значит все хорошо. Либо пересчитали количество петель на окружности. Далее, седьмой ряд, придерживаемся того же правила, то есть смещаем петлю прибавки на одну. Сразу за петлей прибавки предыдущего ряда делаем прибавочку. Так, нет, это не седьмой, это у меня получается раз, два, три, четыре, пять, шестой ряд, извините. Так, шестой ряд. Предыдущий ряд начинался с петли прибавки, значит, эту петлю мы провязываем одинарными столбиками и сразу за ней делаем прибавку. Сразу хочу обратить ваше внимание, что такой принцип вязания у нас будет не всегда. Дальше, когда круг будет становиться больше и больше, будем вязать немножко по-другому. То есть там смещение уже будет не на одну, а на 2 петли. Так, значит, здесь у меня после петли прибавки идет 4 одинарных столбика. И вот провязали петлю прибавки предыдущего ряда и делаем прибавочку. Соответственно, в этом ряду у меня между прибавками будет каждый раз по 4 одинарных столбика. Так, петля прибавки. Так, это я уже сделала четвертую прибавку в шестом ряду. Далее 4 одинарных столбика. И пятая прибавка.
Далее 4 одинарных и 6-я прибавка. И остается до конца ряда 2 одинарных столбика. Начался у нас ряд также с 2 одинарных столбиков, соответственно, вот у меня получается между прибавками этой и этой 4 одинарных столбика. Все получается верно. Так, 6 рядочков провязали, и на окружности у нас уже 36 петелек. Продолжаем. 7-й ряд, и также делаем смещение петли прибавки на 1 петлю. Если неудобно пользоваться видеоуроком, то можете воспользоваться схемой, которая имеется в PDF-файле. Так, провязала петельку прибавки. Это у меня получается от начала ряда 4 одинарных столбика, и за ними идет прибавочка. Далее. В этом ряду у меня уже получается 5 одинарных столбиков между прибавками. Соответственно, провязываем 5 столбиков. Проверяем, что петля прибавки предыдущего ряда у нас провязана. И сразу за ней делаем прибавочку. Далее снова 5 столбиков. И прибавка. Снова 5 одинарных. И прибавка. Пять одинарных. И прибавка. Так, это у меня уже была 5-я прибавка. Еще 5 одинарных столбиков и последняя 6-я прибавка. И довязываем последнюю петельку одинарным столбиком. Далее, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 8-й ряд. И также петлю прибавки смещаем на 1 петельку. Так, смотрим, во-первых, чем у нас закончился предыдущий ряд. Вот у меня предыдущий ряд закончился одинарной петлей, значит, первую петлю начинаю также с одинарной петли. И вяжу до ближайшей прибавки предыдущего ряда. Так, провязала. Так, получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И в 7-й столбик вяжу прибавку. Далее вяжу до следующей петли прибавки предыдущего ряда. Это снова 6 столбиков. То есть здесь между прибавками у меня будет по 6 столбиков. Напоминаю, я вяжу 8-й рядочек. И прибавка. Далее снова 6 столбиков. И прибавка. Так, подошла к концу ряда, и рядочек у меня заканчивается петлей прибавки. Вот, так как в прошлом ряду у меня была предпоследняя петля прибавкой, значит, в этом ряду следующая за ней петелька будет с прибавкой. Итак, провязала 8 рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть здесь я считаю и вот этот начальный волшебное кольцо тоже считаю рядочком.
и получаю 6 на 8, 48 петель на окружности. То есть здесь очень легко ориентироваться по количеству петель. Считаете количество рядов, умножаете на 6. 8 на 6 получаем 48. Значит, на окружности должно быть 48 вот таких горизонтальных петелек. Все очень легко и просто. Итак, значит, с 9 ряда я, пожалуй, начну смещать прибавку не на одну петлю, а на 2, потому что, видите, у меня уже получаются такие вот как бы клинышки небольшие, даже несмотря на то, что я смещаю петлю прибавки, они все равно немножечко как бы, ну, прибавочка это накладывается, что ли, да, так можно сказать, одна на другую, и небольшие получаются клинышки на круге, поэтому буду смещать прибавочку на одну петлю, на 2 петли. Итак, соответственно, тоже смотрим, на чем у меня закончился предыдущий ряд. И предыдущий ряд у меня закончился петлей прибавки. Значит, в следующем ряду я провязываю 1 столбик. И в следующем за ним столбике делаю прибавку. То есть понятно, да, я сместила петлю прибавки на 2 петли. Смотрите, сейчас это будет понятнее, когда я провяжу следующую прибавку. То есть следующая прибавка у меня будет, вот прибавка предыдущего ряда, еще одну петлю, ее я провяжу одинарными столбиками, еще одну петлю провяжу также одинарным, и следующую петлю провяжу с прибавкой. Сейчас дойдем до этого места, и я покажу более наглядно. Так, вяжем одинарные столбики. Провязали петлю прибавки предыдущего ряда, вот она, одинарными. Следующий столбик провязали одинарным столбиком. И далее делаю прибавку. Далее вяжу одинарные столбики. Так, провязала петлю прибавки предыдущего ряда, еще одну петлю одинарным столбиком и следующую с прибавкой. Далее снова одинарные столбики. Петлю прибавки провязала, провязываю еще одну петлю одинарным и прибавка. Надеюсь, что я понятно объясняю. Так, здесь у меня между прибавками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одинарных столбиков. И напоминаю, что это у меня 9 рядочек. Провязала петлю прибавки, еще один столбик и прибавка. Провязала петлю прибавки, еще один столбик и прибавка. И далее до конца ряда будут одинарные столбики. Их у меня получится 6. 6 одинарных. И вот он наш 7-й столбик, который был в начале ряда. И за ним прибавка. Все получается четко. Значит, 9 на 6 получается сколько? 54. То есть 54 петельки должно быть на окружности. Далее 10 ряд и также смещаем прибавку на 2 петли. То есть первая у меня будет петелька одинарная. Маркер не забываем переставлять. Так, здесь идет петля прибавки предыдущего ряда. Далее 1 столбик одинарный и за ним прибавка.
Далее здесь получается уже 8 столбиков между прибавками. Провязываю 8 одинарных. Так, проверяю. Вот петля прибавки предыдущего ряда, за ней один одинарный столбик и далее прибавка. Снова 8 одинарных столбиков. Закончила 10 ряд. Значит, после последней прибавки у меня получилось 4 столбика одинарных. И в начале было 4 одинарных, соответственно, между прибавками получилось 8 одинарных столбиков. Все верно. Так, пересчитали 10 на 6, 60. То есть 60 петелек должно быть у вас на окружности в данный момент. Далее 11 ряд. И также смещаем петлю прибавки точно так же на 2 петли. Так, начинаем вязание ряда. Здесь у меня уже так 4, 5, 6, 7 одинарных. Вот петлю прибавки предыдущего ряда провязала. Следующую петлю также одинарный и за ней прибавка. Далее. Здесь у меня будет 9 петель между прибавками, то есть провязываем 9 столбиков одинарных. И далее как раз мы должны приблизиться к петле прибавки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, смотрю, петля прибавки предыдущего ряда, за ней одинарный столбик. Все это провязываю одинарными и прибавочка. Далее снова 9 одинарных столбиков и прибавочка. И так вяжем до конца ряда. Итак, провязали 11 рядочков, итого на окружности 66 петелек. И вот на этом этапе не спешим вязать 12 рядок. Берем сантиметр и обмеряем окружность нашего круга. Вот таким образом разравниваем хорошенько, вот так его ручками. Либо можно пропарить утюжком. Так, и прокладываем сантиметровую ленту прямо по окружности. Вот так. Так, смотрим, 48 сантиметров. Вот если вы, например, вяжете детскую шляпку, ну, к примеру, размер 53-54 сантиметра, то вам уже достаточно будет такого круга. То есть окружность донышка должна быть сантиметров на 5, а то и на 6 меньше, чем окружность головы. Вот если у вас размер 53-54, то 48 сантиметров окружности вам вполне достаточно, переходите к вязанию тульи. Если у вас, как у меня, взрослый размер 56-58, то вяжем еще рядочек. Смотрите, тут есть один нюанс. Если у вас, например, размер 55-56, то есть вы понимаете, что сейчас, если вы свяжете еще рядочек, то у вас уже получится большой круг. То есть у вас добавится еще 6 петель. Это будет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это будет плюс 4 сантиметра. То есть где-то 52 сантиметра в окружности. К примеру, да, у вас размер 55. То есть это получается всего на 3 сантиметра меньше, чем размер головы. А нужно на 5-6 сантиметров меньше. Тогда что вы делаете? Вы добавляете в последнем ряду не 6 прибавок, а, к примеру, 4 прибавки. То есть смотрите, да, например, окружность головы 55, то есть вам нужен круг окружностью 50 сантиметров в идеале.
добавляете, у вас сейчас 48, смотрите, вам нужно еще 2 сантиметрика. 2 сантиметрика это буквально 3 прибавки. Вот. И в последнем ряду делаете не 6 прибавок, а 3 прибавки. Просто распределяете их равномерно по кругу. Ну, там, либо 4 прибавки, к примеру, да. Вот, таким вот образом. Для моего размера я вяжу полноценный круг с 6 прибавками. Так, смотрю, закончился у меня круг, предыдущий ряд 2 одинарными петлями, значит, смещаю прибавки так же, как и в предыдущих рядах. Так, вот здесь вот у меня была первая петелька ряда. Вяжу одинарные петли до ближайшей прибавки. Так, и также провязываем петлю прибавки предыдущего ряда, одну следующую за ней петлю и далее делаем прибавку. Здесь у меня получается уже 10 петель между прибавками. И вяжу я 12 рядочек. Так, подошла к концу ряда, и здесь у меня получается петля прибавка, за ней следующая одинарная, и последняя петля ряда получается петлей прибавки. Все, я связала 12 рядочков. Теперь, прежде чем измерять окружность, я пропарю хорошенько свой круг утюгом. Показывать, как я это делаю, не буду, потому что это очень просто. Сейчас объясню на словах. Значит, разогреваю утюг до максимальной температуры и ставлю на отпаривание. Прямо на максимальной мощности. Пропариваю с обеих сторон. Ну, либо с одной стороны, даже с одной стороны достаточно. Можно прямо касаться утюгом рафии, ничего с ней не случится. Смело отглаживаем и в распаренном виде равняем круг ручками, если где-то что-то вас смущает, да, где-то какая-то форма вам не нравится. Да? Вот. И далее будем продолжать работу. Итак, вот посмотрите, какой ровненький кружочек стал после отпаривания. И теперь мы берем сантиметровую ленту и снова измеряем. Так. Так. 51 сантиметр. Идеальный результат. Далее, когда мы свяжем нашу тулью и сделаем в 2 рядах прибавочки, как раз мы должны прийти к размеру 57 сантиметров. То есть к этим 51 сантиметрам прибавится еще сантиметров 6. Далее. Если, например, случилось так, что вы связали, отпарили и поняли, что вы не уложились в размер, и вам нужно распустить, к примеру, да, когда вы распустите рафию уже отпаренную, она у вас будет такая вся скукоженная и смятая, то есть она уже непригодна к повторному вязанию. Вот как ее выровнять, это тоже очень просто с помощью утюга сделать. У меня есть специальное видео на эту тему. Оно находится в PDF-файлике. Найдите его и посмотрите, если вы ни разу этого не делали.